Всем огромный привет! Делала недавно ревизию на кухне и обнаружила какое-то невероятное количество вот таких полиэтиленовых крышек, которые уже давно не используются. Лежат они, занимают место, в общем, выбрасывать их жалко, поэтому я им дам вторую жизнь. Сделаю из них красивую модную летнюю сумку. В самой крышке мне пригодится только вот эта вот выпуклая часть, которая одевается на горловину банки. От донышка я избавляюсь. Протыкаю аккуратненько ножом, делаю дырочку. В эту прорезь вставляю нож и аккуратненько вырезаю по всей окружности дно. Если у вас где-то соскочит случайно рука и уйдет в сторону нож, там какой-то миллиметр, 2, даже 3, ничего страшного, потом мы все равно эту деталь еще будем уменьшать. Теперь вот эта вот часть, которая держится за горлышко банки, мне тоже нужно убрать. Убираю уже ножницами. Можно обрезать очень грубо. И теперь еще мне нужно эту самую деталь уменьшить до примерно где-то в 2 раза. Вот здесь вот, если видно, идет такая вот полосочка. Не доходя до этой полосочки, я еще ее обрезаю где-то на миллиметра 2, даже, наверное, 3. Теперь проверяю, насколько она уменьшилась. Если где-то осталось больше, подрезаю еще. Также мне нужно уменьшить еще и внутреннюю часть крышки. Тут где-то около 3-4 миллиметров я убираю. Вот такая примерно деталька мне нужна. Где-то глубина ее, если можно так выразиться, составляет где-то около 7 миллиметров. И как видите, естественно, эта деталька очень мягкая. Полиэтилен здесь достаточно тонкий на крышке. И в изделии она тоже держать форму не будет. Поэтому мне нужно ее проармировать. Буду армировать ее клеем при помощи клеевого пистолета. Заполняю форму примерно где-то клеем на 2/3. Это, знаете, как при выпечке кексов заполняется форма на 2/3, так и здесь. И стараюсь заполнять ее равномерно по всей окружности, чтобы жесткость была одинаковая. Расход клеевых стержней составляет примерно где-то 1 стержень. Размер стержня 11 мм на 20 см на 3 крышки. Жду, пока клей полностью затвердеет, а крышка полностью остынет, и проверяю ее на жесткость. Делаю вот так на излом, везде должно быть одинаково. Вы почувствуете, где слабое место. И вот у меня здесь есть слабое место. Если вы не уверены, то можно еще пальцами вот так пройтись по краям, и вы тогда почувствуете на 100%, где нужно добавить клей. Вот здесь у меня недостаточно клея, я добавляю сюда, на этот участок, где-то 2 сантиметра, еще клей немножко. Теперь мне понадобятся ножницы и шнур. Шнур у меня хлопчатобумажный, толщина у него 1,5 миллиметра. Делаю здесь с внешней стороны крышки небольшой разрез наискось. И вдеваю в этот разрез вот с этой стороны шнур, закрепляю его. Оставляю вот такой хвостик 5-7 сантиметров. И начинаю обматывать кольцо. Придерживаю пальцем. Шнур у меня длиной 4,5 метра. Прохожу участок примерно где-то 4-5 сантиметров и уплотняю его. Подвигаю вот таким вот образом, чтобы закрылась полностью полиэтиленовая часть, не было ее видно. Через каждые 5-4 сантиметра так подвигаю шнур. Дохожу до конца, освобождаю первую часть, первый конец. Тоже заматываю аккуратненько и завязываю. И вот на лицевой стороне у нас получается вот такая аккуратная поверхность. Ну и в таком виде, конечно же, оставлять узелок нельзя. Я его заклеиваю пистолетом клеевым, и пока еще горячий клей завязываю на второй узелок, и концы обрезаю и
обрезанные концы закрепляю по бокам. После того, как проармировали, обвязали, получается вот такое красивое, ровное, держащее форму кольцо. И вот если не проармировать, я пробовала, посмотрите, получается вот таким образом. Крышка форму не держит. И таких колец для моей сумки понадобится 23 штуки. Ну и какая же сумка без ручек? У меня вот такие вот ручки пластмассовые, в диаметре 14,5 сантиметров. Я их когда-то заказывала на Али, но вот сейчас они и пригодились. Обматывать буду тем же самым шнуром, бечевкой. Просто здесь завязываю на один узелок и каким-то образом пытаюсь закрепить иголочкой, чтобы она не развязывалась. Вот так. И начинаю обматывать. Обматывать ее можно проще. Так, намотал несколько слоев и потом просто подвинул. Ну, надо пальцем будет, конечно же, придерживать. И вот таким образом до самого конца. Метраж веревки я не скажу, сколько здесь, потому что я сразу мотаю с клубка. Так проще и не надо заморачиваться с метражом. Ну, по итогу я скажу, сколько у меня примерно ушло метров веревки всей. Кстати, вместо таких ручек можно использовать кольца, которые продаются в магазинах для творчества. Они используются для изготовления ловцов снов. Это обойдется быстрее, чем ждать с Али, и в несколько раз дешевле. Итого на всю обмотку вместе с ручками и крышками у меня ушло 1,5 мотка ниток. Моток ниток у меня был по 110 метров. Очень плотно заматываю кольцо, соединяю плотно, чтобы не было зазоров, не было видно черной основы. Проверяю, чтобы нигде не было перехлеста, поправляю, если нужно. И завязываю. Так, естественно, я не оставляю. Закрепляю клеем. Завязываю. Развожу в разные стороны и обрезаю. Вот такой формы у меня будет сумка. Теперь мне нужно соединить между собой эти детали. Буду соединять сначала боковую часть без ручки. Вот таким вот образом. Вот здесь, вот здесь, вот здесь. Ну, понимаете, вот здесь. Вот таким вот образом соединю боковые детали. Соединяю между собой кольца в тех местах, где у меня уже есть узелочки. Наматываю 3-4 раза шнур, завязываю его на узелок, закрепляю таким же образом, что и предыдущие кольца, заклеиваю клеем, завязываю второй раз узелочек и развожу в сторону нитку и ее обрезаю. Итого у меня получилось 2 детали боковушки, 2 детали пойдут вот сюда в боковушки, и вот это вот у меня будет дно. И сейчас мне нужно соединить это все между собой вот таким вот образом, по тому же принципу. И теперь соединяю ниткой. 4-5 намоток достаточно. Для пущей надежности закрепляю хвостики клеем. Таким образом соединяю все остальные детали. Боковушки буду крепить внизу точно так же, опуская полностью деталь боковую. А здесь бок буду крепить на самые-самые ребра. Сначала их слегка приклею, прихвачу клеем, а потом уже замотаю бечевкой. И таким же образом со второй стороны. Подожду, пока она подсохнет, и замотаю веревкой. Узелки завязываю с изнаночной стороны. Ручки присоединяю достаточно свободно на большое количество оборотов, чтобы был запас хода. Проверяю, поворачивается ли ручка.
Ниточку вывожу поближе к первому хвостику. Завязываю, делаю узелок сразу. Узелок фиксирую клеем. Обрезаю нитки. Хвостики от ниток можно тоже зафиксировать, чтобы они не болтались и не создавали тут неопрятный вид. Ну вот, каркас сумки готов. Такая получилась сумка. Сейчас нужно будет мне сшить чехол. Я выкроила уже детали сумки. У меня несколько деталей. Основная деталь у меня, я буду говорить уже с припусками, размером 70 на 19. Вторая деталь идет деталь дна. Она размером 54 на 10. Она получается такая длинная, но я ее сделаю двойной для того, чтобы у чехла была большая жесткость. И я еще ее продублирую по всей длине. Потом у меня идут две детали для шнура. У меня шнур будет вставляться в отдельные такие пазы. И еще у меня две детальки 10 на 3 и 8 на 3 сантиметра. Эти детальки у меня будут крепить дно к каркасу сумки. В первую очередь сшиваю шлепки для крепления дна. Ширину шлевок я решила увеличить до 5 сантиметров, потому что я вывернула узкую и приложила к каркасу сумки. Как-то мне показалось, что узкая шлевка смотрится не так гармонично, как более широкая. Ну и плюс ко всему, узкая шлевка достаточно проблематично выворачивается. Один конец при этом я зашиваю, один остается свободным. Вывернула и отутюжила шлепки. Я продублировала дно по всей длине клизелином. Теперь складываю его пополам, и к дну мне нужно прикрепить шлепки. Шлепки я выкладываю следующим образом. На меньшую шлепку ложу большую и отмечаю их, совмещаю по метке, таким образом, чтобы у меня от верхней шлепки оставалось 6 сантиметров, а от нижней шлепки у меня оставалось 4 сантиметра. Вот я их совмещаю и закрепляю иголочкой. Теперь нахожу середину дна меньшей стороны, отмечаю, где будет идти будущий шов, и совмещаю метку на шлепке с будущим швом и закрепляю ее. Точно так же поступаю и со второй стороной. Теперь я сшиваю основную деталь чехла. Сшивать я буду запашивочным швом. Складываю лицо к лицу. Я уже заутюжила здесь, чтобы было проще. И закладываю вот таким вот образом. И теперь здесь мне нужно прострочить. Чтобы сумка смотрелась красиво и гармонично, чехол будет повторять форму и размер каркаса. То есть будет иметь форму прямоугольника со вставкой для дна. Проложила строчку, теперь разворачиваю ткань, разворачиваю шов, и вот здесь мне нужно проложить по самому краю еще одну строчку. После каждой строчки я разутюживаю шов. Ткань для чехла у меня достаточно жесткая. Чем жестче будет ткань для чехла, тем лучше она будет держать форму и, соответственно, пользоваться ей будет удобнее, да и сама сумка будет выглядеть красивее. Ткань у меня называется декоративная, и покупала я ее в магазине в отделах, там, где продаются ткани для мебели и для штор. В итоге получается такой аккуратно красивый шов, и с внутренней стороны не будут мешать и махриться нитки. Будет выглядеть аккуратно и достойно. Теперь по одному из края основной детали чехла я пускаю прямую строчку с самым широким шагом, для того, чтобы можно было припосадить при соединении с дном. Теперь пришиваю дно к основной детали чехла. Для этого я лицевой стороной чехла основной детали прикладываю швом, прикладываю к середине короткой стороны дна и сначала прикалываю иголочками, чтобы посмотреть, в каких частях мне нужно где-то, может быть, припосадить, если будет лишняя ткань. А затем просрачиваю на машинке. Уголочки я немножко рассеку. Аккуратно на уголочках заворачиваю. Когда будете строчить на машинке, уголочки аккуратно вот так вот огибаете, чтобы не получилась складка. Ну вот такой сапожок у меня получился.
Не понадобилось мне припосаживать, все идеально село. Сейчас я буду прострачивать по краешку. Толстые участки проходим максимально аккуратно и медленно, чтобы не сломать иголку. Я прострочила, убрала нитки лишние, что тут мотались, и теперь у меня вот дно имеет вот такой вот вид. Ну, немножко неопрятный, со временем он будет растрепываться, махриться, нитки будут, видите, они уже вылазят. Меня такое не устраивает. Что я хочу сделать? Я выкроила бейку. Если у кого есть возможность, кроите по косой. Бейка имеет размеры 70 на 5 сантиметров. Это уже с припусками. Можно взять и 4. Даже мне можно было и 4 взять, но неважно. И я хочу обшить этот шов этой бейкой. То есть я прикладываю лицо к лицу, ну у нас тут это изнанка, лицо к лицу. Здесь я пущу строчку, потом выверну, подложу, выворачиваю вот сюда и тоже тут таким образом прошиваю строчку. И вот у меня дно уже будет иметь приличный вид, ничего не будет махриться. Вот когда я выверну, у меня будет этот шов обработан. В итоге вот такая пяточка у меня получилась. Чем хорошо еще такой метод обработки, тем, что он еще более увеличивает жесткость дна. Единственное, что, конечно, здесь ткань достаточно мягкая по сравнению с самим дном. Поэтому, когда мы вывернем сумку, надо будет посмотреть, не мешает ли этот шов, не увеличивает ли площадь дна. Если заутюжить его, и он все равно отворачивается обратно, в таком случае нужно будет его еще раз развернуть в сторону дна, вот так, и прострочить вот здесь вот. Еще у меня остался верх. Значит, я в основном детали чехла нахожу середину, ну здесь у меня понятно, у меня здесь шов. Так, отмечаю здесь серединку. У меня две детальки, которые я сделала по 33 сантиметра, уже застрочила боковушки. И теперь я прикладываю лицом к лицу, отступаю, у меня получится где-то полсантиметра, не хватает, мне так и нужно, для того, чтобы было можно продеть свободно шнур. Прихватываю иголочками и пристрачиваю. Пристрочила. Припуски шва заворачиваю и переутюживаю в сторону дна, выворачиваю сумку на изнаночную сторону, и здесь, если правильно обрабатывать припуски, то нужно было бы сделать вот таким образом, пустить их вверх, этот припуск заложить в этой детальке, приложить и прострочить просто. Но тогда будет виден вот этот вот припуск замахренной стороной с лицевой стороны. Мне такое не нужно. Значит, я оставляю этот припуск на основную деталь, завернутый вниз. Здесь заворачиваю где-то на 1 сантиметр и пускаю этот 1 сантиметр под низ. Вот таким вот образом, под низ. Прикладываю, закалываю иголочками. И вот здесь вот даю строчку. Вот таким образом я закрепила. Теперь на расстоянии где-то от края 2-3 миллиметра дам строчку. И можно будет вдевать в бечевку. Вот таким образом выглядит вход в бечевку, для бечевки. Вот он здесь пришьется и будет смотреться достаточно аккуратно с лицевой стороны. Мне понадобится 2 шнура длиной 75 сантиметров каждый и в диаметре 5 миллиметров. У меня 4, но лучше, чтобы это было 5, потому что он эффектнее смотрится. И теперь я буду формировать так называемый быстрый узел. Не знаю, как он называется правильно. Это я его так назвала. Если кто знает, по итогу потом напишите мне, как он называется правильно. Для этого я шнур на конце с булавочкой вдеваю в одну сторону прорези для шнура и прохожу по всей окружности. То есть я прохожу одну секцию, так, вывожу здесь булавку, захожу во вторую секцию
тоже провожу шнур. Вышла. Теперь снимаю булавку и завязываю таким быстрым узлом, просто чтобы не потерять кончик. Потом узел переоформлю я более красивый. Теперь эту булавку одеваю на второй шнур и уже вхожу в секции эти для шнура с другой стороны. Вот мы входили с этой стороны, теперь я вхожу с другой, чтобы кончики остались здесь. И повторяю то же самое. Прохожу по одной секции, выхожу с этой стороны и повторяю по второму краю. Так, вывожу шнур. Закреплю его тоже временным узелочком, чтобы показать, что получилось. И смотрите, я стягиваю с двух сторон шнуры, и у меня сумка быстренько завязывается на узелок. Если нужно что-то положить в сумку, просто руками растягиваем, ложим внутрь и снова быстренько, хоп, легким движением, как говорится, затягиваем. Вот я уже завязала более таким красивым узлом. Здесь скотч можно снять, можно оставить. И последнее действие с чехлом мне осталось пришить кнопочки. Вот эту вот деталь более толстую я пришиваю к короткой стороне. Теперь оставшуюся деталь я пришиваю к более длинной стороне. И пришиваю не с этой стороны, а так как оно у меня будет крепиться за корпус сумки и будет выглядеть вот таким вот образом. Поэтому мне нужно пришить эту часть вот с этой стороны. Так как я люблю носить сумки на плече, я решила себе сделать еще и плечевой ремень. Для этого я выкроила уже деталь. Размер она имеет 130 на 6 сантиметров. 130 достаточно много, я буду уже регулировать по ходу. Она будет не разъемная, на концах будут закреплены два карабина, поэтому надо будет сразу регулировать длину. Вот, еще мне понадобился таких размеров тесьма понадобилась, хлопчатобумажная. Она будет предотвращать ремень, ткань на ремне от растяжения. Я ее уже приметала, и теперь мне нужно лицом к лицу, расстояние 1 сантиметр, пустить вот здесь строчку, а потом вывернуть. Я вывернула ремень и приутюжила уже его таким образом, чтобы шов оказался посередине. Теперь я буду давать на расстоянии где-то 2-3 мм от края с двух сторон строчку, чтобы прихватить внутреннюю тесьму. После того, как освободилась от ниток метки, вымеряю необходимую мне длину плечевого моего пояса и прихватываю уже карабины. Можно шить несколько чехлов и менять их в зависимости от настроения или от стиля, который вам нужен. Я вот хочу показать, как будет выглядеть эта сумка с разными чехлами. Более темный чехол будет привлекать больше внимания, так как сумка будет более контрастна. Она подходит уже даже для города или для работы. Более светлый — это уже такой летний вариант. Можно шить чехол с такими крупными яркими цветами. И вот вам уже сумочка для променада вдоль морского побережья. На мой взгляд, сумка получилась универсальная. Она удобных размеров, красивая. Ее можно носить как в руках, на ручках. Так можно убрать ручки вниз, носить на двух кольцах. Можно одеть ее на плечо, будет удобно. За счет того, что она не очень широкая, она очень функциональна.
Вот таким простым, нехитрым способом я переделала ненужные мне пластиковые крышки в красивую модную летнюю сумку, которой буду с удовольствием пользоваться. Ведь ничего не приносит такого удовольствия в этой жизни, как вещь, сделанная собственными руками. Если вам понравилась моя сумка и моя идея, оценивайте ее лайками. Не забывайте подписываться на наш канал. И на этом я с вами прощаюсь. До новых переделок!